Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте посмотрим, каким же будет октябрь, грядущий месяц, для тех, кто родился под знаком Овен. Уважаемые Овны, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Мы рассмотрим общую атмосферу октября, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. И начиная с общей атмосферы, давайте смотреть. Октябрь. Месяц успешного движения вперед. У кого-то это поездки, переезды, командировки, путешествия. У кого-то просто прогресс. Но прогресс под такими очень оптимистичными девизами. Вы полны идей, вы полны энергии для того, чтобы эти идеи воплотить в жизнь. И нужно сказать, что те новые берега, к которым вы стремитесь в работе, в учебе, в каких-то целях, возможно, в отношениях, они будут для вас очень успешными. Карта Букет – это успешное новое начало, благополучное, благоприятное. Конечно, здесь не обойдется без определенных преград, препятствий. Карта Гора – это своего рода экзамен, который нужно пройти. Это как проверка на прочность для того, чтобы вы сумели доказать, насколько для вас важны эти цели, к которым вы стремитесь. И, судя по всему, у вас все получится, потому что если вы преодолеваете эти трудности, если вы их проходите, то потом вам уже не страшно ничего, вам уже, знаете, вот как будто уже все по плечу. Вы прошли эти сложности, и все остальное для вас это так, семечки. Все трудности остальные, это совершенно не трудности, а так вот мелкий мусор, пыль какая-то. Поэтому месяц для вас благоприятный. Давайте теперь посмотрим для вас работу. Какая будет атмосфера в работе для овнов. Ой, прекрасная. Тройка кубков. Страхи пустые. Переживаете зря. На самом деле здесь вот в работе работа. Для многих здесь отыграются какие-то новые сотрудничества. Тройка кубков, как правило, это работа со своими, да, работа с друзьями, с единомышленниками, с родственниками. Те вопросы, которые стояли, нависли, как дамоклов меч, они будут решены. Тройка кубков – это вот как раз-таки тот момент, когда находятся компромиссы, находится выход из сложившейся ситуации. И все тревоги, которые вас мучили, они беспочвенны. Знаете, что переживать здесь не нужно. Вы под надежной защитой. В работе работа. Будете трудиться, будете стараться, но здесь как-то без перемен, без каких-то трансформаций, все очень ровно, все рутинно. И нужно отметить, что в октябре вам удастся укрепить свои позиции в плане авторитета. Иерофант – это уважение, это опыт, это признание. Во-первых, здесь рядом могут находиться люди, которые могут зваться, вот по праву называться вашими наставниками, и у них есть чему поучиться. Плюс взаимодействие с такими людьми, вы сами обретаете больше мудрости, больше опыта и укрепляете свой авторитет. Вы зарабатываете, вы нарабатываете те навыки, которые в дальнейшем вам помогут считаться вот прям настоящим профессионалом своего дела, еще более высокую квалификацию свою подтвердить в том деле, да, в том ремесле, которым вы занимаетесь. Поэтому в работе все хорошо, все замечательно. Не переживайте, все тревоги напрасны. Что с финансами в октябре у овнов? Двойка пентаклей. Ну, пентакли это, в принципе, про деньги уже хорошо. Сила. Да тоже хорошо. В деньгах деньги. В работе работа, в деньгах деньги. Смотрите, будут ситуации, когда вам нужно будет взвесить за и против. Куда вложить, куда потратить, откуда получить. И этот процесс поиска баланса, он для вас будет несколько таким трудоемким. Карта силы – это, знаете, то состояние, когда мы должны саккумулировать всю свою энергию, все свои ресурсы. И у вас это получится. Да, вы где-то будете напрягаться для того, чтобы максимум
материальной выгоды получить, но вы ее получите. И здесь не обойдется без такого продуктивного сотрудничества, потому что шестерка пентаклей — это как взаимовыгодный обмен. Вы что-то отдаете, что-то получаете, но очень хорошо то, что деньги у вас есть, да, денежная энергия, она здесь присутствует. Просто порой нужно будет прям вот собрать всю свою волю, всю свою силу в кулак для того, чтобы вырулить ситуацию в ту сторону, в то русло, в которое нужно вам, в которое вам выгодно. Но это опять же вам на пользу. Это вас закаляет, это вас укрепляет, это вам приносит определенный навык и доход финансовый. Поэтому в финансах тоже все хорошо и прекрасно. Что касается личной жизни, давайте посмотрим. Колесница. Ну, для кого-то здесь прям корабль, колесница — это путешествие, это прогресс, это поездки, это переезды. Но для многих вот эти путешествия и поездки, и переезды, и прогресс в целом становится своего рода испытанием. Вот она, карта гора, вот она, пятерка мечей. В моменте движения вперед могут наблюдаться конфликты, спорные ситуации. Но здесь, знаете как, через тернии к звездам. Здесь сигнификаторы, они больше относятся к сфере любви, потому что вы двигаетесь вперед, вы движетесь к намеченной цели, но здесь все очень непросто складывается. У вас могут возникать недопонимания, у вас будут возникать конфликты, но именно через тернии к звездам, именно через эти трудности вы идете в новый виток ваших отношений. Вы идете, посмотрите, десятка пентаклей, к тому, чтобы сберечь то, что вы имеете. Вот здесь большинство, конечно же, трактовок, да, то есть трактовка для большинства зрителей, которые находятся в постоянных отношениях, для тех, у кого есть стабильный свой партнер, либо потенциальный партнер. И здесь вы движетесь в правильном направлении для того, чтобы сохранить и приумножить. Да, вот как, знаете, как отшлифовать все, пусть через ссоры, пусть через споры, но прийти вот именно к союзу, к стабильному. Для тех, кто ждет нового знакомства, здесь будет это знакомство. И это может быть человек младше вас по возрасту, либо ниже по статусу. Причем это знакомство, оно состоится, скорее всего, в поездке, в дороге, либо в процессе движения к намеченной цели. И, скорее всего, сами обстоятельства вот этого знакомства, они будут не самыми благоприятными. Да? Пятерка мечей — это все-таки карта конфликта. Здесь какая-то ложка дегтя, она будет присутствовать. Но, тем не менее, есть все шансы, опять же, для того, чтобы сложился стабильный и многообещающий союз. Десятка пентаклей — это все-таки про благополучие, это про партнерство, это про то, что хочется сберечь, сохранить и приумножить. Давайте посмотрим, к чему стремится Овнам в октябре. К чему стремится? Королева пентаклей к стабильности. Во-первых, нужно отметить, что люди, которые вас окружают, причем как женская, так и мужская фигура, они ваши помощники. И это в сфере и работы, и финансов очень хорошо отыгрывается и прослеживается. Пентаклевая королева — это, как правило, та, кто может дать вам стабильность. Мечевый король — это тот мужчина, который обладает властью. Но, тем не менее, здесь стоит быть максимально осторожными во взаимодействии вот как раз-таки с теми людьми, от которых будет зависеть успех ваших дел, как в работе, так и в финансах. Потому что в целом все сводится к тому, что идти к стабильности, идти к достатку, к благополучию, к такому состоянию, когда те шансы, которые вам даются, вы сумеете удержать и укрепить. Да, совершенно верно. Здесь про стабильность, здесь про достаток, про благополучие. А чего остерегаться? Туз мечей, резких решений. Карта башня. Да, туз мечей. Смотрите, эмоции — ваш главный враг.
Вот здесь семерка мечей символизирует осторожность. Прежде чем что-то сказать, что-то сделать, подумайте, потому что очень много будет таких ситуаций в октябре, когда вами будут руководить эмоции. Туз кубков — это чувства во всех их проявлениях. Это эмоции положительные, это эмоции отрицательные, это эмоции в целом, когда вас чувства просто накрывают с головой. И вот здесь нельзя рубить с плеча, потому что каждое такое вот резкое, необдуманное решение, слово, поступок, они могут разрушить то, к чему вы стремились. Все-таки в октябре Овнам стоит двигаться к стабильности, и все шансы, все возможности, которые вам идут, вы должны увидеть и сберечь. И каким-то образом постараться их, вот знаете, вот инвестировать, да, то есть идет возможность, возьмите, сохраните ее, постарайтесь посмотреть, разглядеть, что можно с этой возможностью сделать, как ее использовать себе в плюс. И эмоции — это ваш главный враг, поэтому прежде чем сделать какие-то выводы, сказать слово, совершить поступок, как следует обдумайте. И очень такими, я бы сказала, грамотными советчиками для вас являются вот те люди, которые вас окружают, причем как женщина, так и мужчина. В целом месяц для вас прекрасный, замечательный, продуктивный и перспективный. Важно не поддаваться эмоциям и действовать очень осторожно. И тогда все трудности вы преодолеете, и в новое такое благополучное для вас продуктивное пространство, да, в новый период, осенний, осенне-зимний, теплый, уютный, вы, конечно же, войдете. Поэтому встречайте, пожалуйста, ваш октябрь. Вот такой получился у нас прогноз. Благодарю всех за просмотр и до встречи с вами в новых видео.